Правила. Точно. Правила. В третьей части франшизы Джон Уик в действиях персонажей появилась интересная особенность. Герои стали игнорировать законы мира, в котором они действуют. И речь не о том, что Джон Уик перестал падать под ударами пуль, и не о каких-то фантастических допущениях, а о нарушении норм поведения, принятых в изображенном преступном мире. В первой части фильма нам дали понять, что у профессиональных убийц есть свой кодекс, и показали, что бывает с теми, кто его нарушает. Однако уже в завязке второй части Джон Уик не считает зазорным отказаться от выполнения когда-то данной клятвы, даже скрепленной кровью. Когда человек дает другому вексель, он связывает душу клятвой на крови. Я не могу помочь. За это босс Каморры разрушает его дом, и формально он совершенно прав. Но зрители, разумеется, будут на стороне Уика, ведь он потерял все, он хотел начать новую жизнь, уйти на пенсию, а ему не дали. Так, умело расставляя акценты, режиссер подсказывает нам, кого в фильме нужно считать хорошим, а кого плохим. И таким образом фильм ненавязчиво подводит нас к идее о допустимости нарушения своих обязательств. Персонажи неоднократно говорят нам о необходимости выполнения правил. Без них мы бы стали животными. Но делается это не потому, что создатели фильма считают зрителя тупым, а чтобы подчеркнуть тот вектор, в котором идет развитие фильма. И этот вектор приводит нас к полному пренебрежению правилами в третьей части. На это обратил внимание автор канала Кинокритика Илья Бунин. Что-то у создателей пошло не так. То в отеле убивать нельзя, то вдруг становится можно. Герои клянутся друг другу в верности, а в следующей сцене кладут болт на обещание и предают свою клятву. Принципы кодекса убийц, на котором держались условности, теперь не работают. На самом деле все пошло именно так, как того требует логика развития образа героя в контексте изменений, происходящих в нашей культуре. Эту логику мы сейчас и разберем. Но для начала давайте представим, как изменился бы Джон Уик, если бы помимо совершенствования навыков рукопашного боя и обращения с оружием, он регулярно тренировал бы свой мозг на платформе Викиум. Что ж, приступим. Викиум – это онлайн-платформа для повышения продуктивности мозга и развития памяти, внимания и мышления. Я над этим работаю. Всего 20 минут упражнений в день заставляют мозг работать на полную мощь. В результате вы лучше усваиваете входящую информацию, успеваете больше прочитать, запомнить и сделать. В зависимости от того, какие именно показатели вы хотите улучшить, Викиум автоматически подберет для вас индивидуальную программу. Тренировки на Викиум повышают работоспособность и концентрацию, помогают в учебе и продвижении по карьерной лестнице. Пока что ты меня не разочаровал. Каждый тренажер разработан на основе научных знаний о когнитивных функциях мозга. Так что у вас есть все шансы прокачать свой мозг круче, чем Джон Уик. Переходите по ссылке в описании к видео и начинайте тренироваться. Наверняка вы задумывались о том, почему в 20 веке стали популярными криминальные персонажи, почему вдруг стал романтизироваться образ преступника. Вспомним трилогию «Крестный отец» и другие криминальные драмы. Почему мы сочувствуем таким персонажам, как Дон Корлеоне, и восхищаемся ими? Главная причина в том, что они действуют по законам чести и вершат справедливость, пусть и противозаконными способами. Мы живем со сложившимся стереотипом, что от служителей закона справедливости не добиться, что законодательная и исполнительная власть полностью коррумпированы. Поэтому неудивительно, что люди начинают искать справедливость на темной стороне, предполагая, что там понятие чести еще что-то дозначит. Кто сказал, что нельзя убивать копов? Я говорю о копе, связанном с наркотиками. О копе, замешанном в рэкете, получившем по заслугам. Нас привлекают те люди, которые следуют определенным принципам и не изменяют им. Поэтому мы готовы сопереживать даже преступнику, если видим в нем человека с четкой жизненной позицией, со своего рода идеалами. Так в культуре происходит изменение образа героя. Классического героя сменяет неклассический. Классический герой стоит на службе общества, чтит закон и порядок, защищает светлую сторону светлыми методами от вторжения темной стороны. Под светлой стороной мы будем подразумевать общепринятые социальные нормы, а под темной – модели поведения, не вписывающиеся в нормы общества. При этом темная сторона и ее представители
рассматриваются как полное отрицание всего того, что есть на светлой. Все, что есть на темной стороне, неприемлемо и должно быть либо уничтожено, либо полностью отгорожено. По мере ослабления в нашем обществе традиционных норм возникает неклассический тип героя. Этот герой может стоять на светлой стороне, но действовать темными методами. К такому типу относятся Великий Уравнитель, Бэтмен и другие законопослушные граждане, использующие для достижения справедливости незаконные приемы. Неклассический герой может быть и представителем темной стороны. Он будет преследовать личные интересы, но при этом будет уважать правила той группы, к которой он принадлежит. К таким героям относятся персонажи типа Дона Корлеоне и Джон Уик первой части. Наверняка Джон Уик заработал себе уважение не только мастерством киллера, но и своим благородством, следованием законам чести. К неклассическим героям с темной стороны можно отнести и маньяков-интеллектуалов типа Ганнибала Лектора. Хотя Лектор совершенно асоциален, у него тоже есть свои четкие принципы, которым он неизменно следует. Таким образом, неклассический тип героя возникает из отрицания светлой стороны за счет признания темной. Но героям классического и неклассического типов свойственна одна общая черта – это уважение правил. Первое правило клуба. На какой бы стороне ни находился герой, те принципы, которым он следует, только они и делают его героем. Что это значит быть самураем? Полностью посвятить себя соблюдению неких моральных принципов и овладевать мастерством владения мечом? Однако у любых законов и правил есть одна очень неудобная особенность. Они ограничивают волю индивида. Дело в том, что закон и правила – это нечто всеобщее, чему единичное должно подчиняться. А это неизбежно означает ущемление индивидуальных прав. Наше же общество движется в направлении того, чтобы сделать интересы индивида безусловной ценностью. И в таких условиях неизбежно должен возникнуть новый постнеклассический тип героя – герой, который игнорирует правила. Все эти три типа героев практически в рафинированном виде показаны в замечательном фильме «Схватка» 1995 года. Здесь лейтенант полиции Винсент Ханна, возглавляющий отдел убийств, в исполнении Аль Пачино, это классический герой. Он стоит на службе государства, следит за порядком и следует букве закона. Его противник, Нил Макколи, глава преступной группы в исполнении Роберта Де Ниро, хоть и является антагонистом, но его очень сложно назвать отрицательным героем, настолько он симпатичен зрителю. Хотя он и преступник, нарушающий законы государства, он подчиняется законам преступного мира и своим собственным жестким принципам. Хочешь быть свободным, не обременяй себя. Которым следует до самого конца. В жизни не должно быть ничего, что может задержать дольше, чем на полминуты, если заметаешь за углом полицию. Чем и заслуживает наше восхищение. К тому же для членов своей банды он является чуть ли не отцом, решающим проблемы их личной жизни. То есть, хотя он и преследует свои личные интересы, ему не чужда и забота о своих соратниках. Режиссер убедительно демонстрирует нам похожесть этих двух людей, находящихся по разные стороны баррикад. Их различает то, что один служит интересам общества, а другой – своим собственным интересам. Но их объединяет то, что в своем служении они руководствуются правилами. Это дисциплина. Настоящим отрицательным персонажем в фильме является случайный член банды Макколи, рецидивист Уэйнгро. Характерной особенностью этого персонажа является то, что он не подчиняется никаким законам и авторитетам. Это самый настоящий отморозок, которому чужды вообще любые представления о чести, гуманности и прочем. В «Схватке» он показан как однозначно отрицательный герой. Но по сути персонаж Уэйнгро – это зарождение постнеклассического героя. Пока в обществе еще сильны представления о традиционной морали и желание упорядочить жизнь с помощью четких правил, такой герой будет неизбежно видеться отрицательным. Однако со временем в кино будут появляться персонажи, в которых индивидуализм и пренебрежение правилами станут чем-то само собой разумеющимся. Твоя проблема в том, что ты всю жизнь прожил, думая, что есть правила, а их нет. Сейчас постнеклассический герой может условно принадлежать светлой или темной стороне, в зависимости от предпочтений режиссера и расставленных им акцентов. Но вектор его развития стремится к тому, чтобы не принадлежать вообще никакой стороне. Постнеклассический герой – это крайний индивидуалист,
не признающий никакой субординации, идущий против господствующей идеологии и преследующий исключительно свои личные интересы, которые в зависимости от ситуации могут пересекаться с интересами других личностей или социальных групп. Конечно, показать такого героя в чистом виде довольно сложно, общество еще к этому не готово, поэтому пока что мы видим проявление только отдельных черт героя нового типа. Именно черты постнеклассического героя проявляются в Сойке Пересмешнице, когда она отказывается подчиняться начальству. Я твой новый командир и приказываю передать допуск к управлению мне сейчас же. Я не могу. У Мстителей, когда они игнорируют приказы руководства. Мир полыхает, и вы решили, вам все простили. Я пришел не за прощением. И уж точно не просить разрешения. Не случайно в большинстве современных фильмов те, кто занимают руководящие посты, то есть олицетворяют закон и правила, изображаются круглыми идиотами. Арестовать. Обязательно. Так нам показывают, что в наше время закон и правила уже не работают. Пример постнеклассических героев, условно принадлежащих темной стороне, это прирожденные убийцы, Джокер, Антон Чигур и Джон Уик из третьей части. В третьем фильме мы воочию наблюдаем то, как идея нарушения правил движется к своему апогею. Вас ждет очень неприятный сюрприз. Здесь вероломство подстерегает зрителя на каждом шагу. Когда герой обещает помочь или клянется в верности, мы совершенно не можем быть уверенными, делает он это искренне или же ради своей выгоды. Каждый раз, когда нам кажется, что между персонажами возникает сочувствие, или когда нам кажется, что они проявляют благородство, создатели фильма разрушают это впечатление. Тебе пора. Это ироничное обесценивание любых общечеловеческих норм. Поэтому, если в следующем фильме окажется, что отрубание пальца с обручальным кольцом было лишь тактическим ходом, мы не должны удивляться. Именно так и должен действовать постнеклассический герой. Когда нужно нарушать клятву, я не могу помочь. А когда нужно требовать от других ее исполнения. Ты должна мне помочь. Постнеклассический герой – это не просто борец с системой, это борец с системностью. Показательно, что в третьей части антагонистом Уика и главным злодеем в глазах зрителя становится судья. Мистер Уик нарушил правила. Персонаж, олицетворяющий закон, признак системности. В этой серии фильмов мы видим, как герой нового типа утверждает себя через логическое отрицание предыдущих ступеней развития. Первое отрицание – это отрицание законов общества, переход на сторону преступного мира. Второе отрицание – это отрицание законов преступного мира, то есть отрицание законов вообще любых социальных групп, и переход к утверждению своей личной, ни от кого не зависящей воли. Некоторые видят в постнеклассическом герое ницшеанского сверхчеловека. На этот счет можно заметить, что понятие сверхчеловека целиком зависит от понятия человека, а судя по тому, что наши просвещенные современники постоянно недоумевают по поводу того, что же такое человек, то и в понимании сверхчеловека легко могут возникнуть заблуждения. Пока что мы видим, что сверхчеловека пытаются вывести исключительно за счет отрицания предыдущих духовных и нравственных достижений, и результаты получаются крайне нестабильными, от героев-отморозков до супергероев-инфантилов. Что же касается Джона Уика, то если этот персонаж будет продолжать следовать логике развития постнеклассического героя, то он неизбежно должен будет перейти от отрицания социальных норм к отрицанию и преодолению законов физики, что уже отчасти и произошло. Так что запасаемся попкорном и следим за развитием ситуации.